Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я хочу приурочить к празднику 8 марта. И хочу прежде всего поздравить всех девчонок с этим великолепным праздником весны. Поздравить и пожелать всем любви, счастья, благополучия, исполнения всех ваших желаний, чтобы все ваши мечты осуществлялись, и было вам огромное вдохновение, творите красоту, и всего вам самого лучшего. И это видео я хочу посвятить тому, что показать все свои оформленные работы, цветы. Тема будет только цветы. Картины мои в основном здесь все будут вышиты бисером. Пара будет только вышита крестиком. Все остальное это бисер. И вообще все свои оформленные работы я хочу разделить на 3 части. Первое это будет цветы. Второе будет все остальное. Пейзажи, животные, натюрморты. И третья часть будет иконы. Итак, приступим. Перед вами картина «Золотая подкова». Хочется мне сказать «Золотое руно». Золотая подкова, Анютины глазки или виолы в корзине. Вышивала я все по ключу. Огромное удовольствие получила. Цвета очень красивые. Насколько вы видите, просто передача полностью, они как живые. Паспорту, антиблик и узенькая такая ненавязчивая рамочка. Покажу вам поближе. Вот сама рамка. Она как слоновая кость, такая матовая. Вот такая вот красота. Зелень очень классно подобрана. Но все картины, которые я видела этой фирмы Золота Подкова, они просто суперские. Подборка великолепная. Ну вот такая чудесная работа. Это первая. Следующая ей в пару. Но та была горизонтальная. Это вертикальная. Она вся, девочки, не помещается. Ну, покажу вам по центру. Как вы видите, то же самое оформление. Рамка такая же точно. Только здесь стоит паспорту бархатная. Сама картина это «Чарівна мить». Вот такой вот здесь бисер. Бисер здесь абсолютно разный по структуре. Здесь есть и матовый, и стекло. Вот паспорту бархатная. В общем, чудесная тоже работа. Очень она мне нравится. Оформила картину. Она такая большая получилась. Вот они у меня рядышком висят. Анютины глазки. И это сон трава. Наверное, я так понимаю. Та горизонтальная, это вертикальная. Но они обе красивые. Смотрятся великолепно. Ну, а по размеру они, в принципе, и та большие картины. Я не знаю сколько. Но визуально они одинаковые. Вот такая вот чудесная картина. Чудесные цветочки. Цветы я обожаю. Обожаю в жизни и вышивать. Вот. Пошла за следующей. Следующая картина от фирмы Маричка. Тоже не совсем она помещается у меня в кадр. Вот, полка с цветами. Вышивала я тоже все здесь по ключу.
Маричка очень любит использовать блестящий бисер. Много здесь блестящего, немножко матового. А так в основном все у них блестит, переливается на атласе. Ну, красивая. Вы видите, вот все тени сохранены, которые падают якобы от цветов. Здесь стоит обычное стекло. Вот такая вот рамка. Она как бы трехъярусная, идет по нарастающей ступенечкой. Вот такие вот красивенные горшочки. Вышиваются только цветы, горшки только нарисованы, а вышивка только цветы. Вот такая вот красота. Тоже вышила я ее очень быстро. Я когда ударилась в бисер, щелкала все орешки, все картины как орешки. Вышивала, поигралась, все, у меня уже готовый результат. Здесь у меня вот, вы видите, нитка, потому что все картины, ну не все, но большинство висят у меня по 2 на одном гвоздике, то есть ступенькой, одна под другой. Таким образом я как бы меньше старалась ковырять стены. Теперь вот такая вот картина. Вся такая беленькая, салфеточка. Рамку подбирала, соответственно, под салфеточку. Такой вот натюрморт. Ягодки, цветочки. Такая ненавязчивая, нежная картина. Фирма Краина моих мрий. Вышивала тоже все по ключу. Единственное, я здесь ягоды, по-моему, меняла, потому что ягодки были то ли в стекле, то ли золотые. Ну, в общем, я взяла матовый бисер, как бы больше передать реалистичность ягодок. Вот, красота. Бисер как будто бы бросили, он рассыпался, и получилась такая россыпь нежных маленьких цветочков. Картина мне тоже очень нравится. И вот покажу вам поближе. Здесь обычное стекло, не антиблик. Вот ягодки. И салфеточка. Вот такая вот чудесная работа. И следующая. Моя любимая картина. Все, конечно, они любимые, но это особенно. Вышивка нитками. Это золотое руно. Как вы видите. Если вам знаком этот букет, по-моему, называется «Ирисы и тюльпаны». Вышивала я одну из первых, еще не совсем была опытная. Ну, взяла в работу, справилась с ней, ничего, походу, здесь сложного не было. Одни крестики на 18 каунте. Здесь тоже стоит бархатное паспорту, такое не широкое. Покажу поближе свои крестики, кривульки. Не судите строго, так как картина была одна из первых. Ютуба тогда не было, негде было учиться, вот как смогла, так и вышивала. Это было то время, когда вышилась одна работа, потом покупался другой набор и вышивалась не так, как сейчас. 105 процессов в работе, все очень красивое. 18 каунт здесь. Вот, посмотрите на мою красоту. Такая рамочка цветочная. Ну, мне кажется, она сюда очень хорошо подходит. Такая картина не маленькая, яркая. Я смотрю на эти цветы, они прям, ну, бархатные. Великолепная работа. Моя, ну, самая любимая. Очень-очень нравится.
Она уже очень давно у меня висит, наверное, уже лет около 10. Не надоела. Я думаю, она не надоест никогда. Вот, золотое руно. Следующая картина. Вот такие великолепные пионы. Тоже не совсем она помещается в кадр. Вот такая вот красота. Здесь... забыла сказать, это картина от фирмы Магия Канвы. Это был набор. Весь бисер уже был подобран по ключу, соответственно. Паспорту как текстиль, такой как тканевая сверху. Рамочка такая немножко, такая вот как поцарапанная и углубленная. Но мне кажется, сюда все идеально подошло. И паспорту, и багет. И вот смотрите, сам шикарный букет. Магия Канвы. Очень классная фирма. У них подборка великолепная. Просто бисер. Ну, настолько передан. Здесь тоже бисер разный по структуре. И стекло, и матовый. И показывает, вот передает все углубления. На солнце она, ну, в общем, не знаю, очень красивая картина. Я могу долго петь дифирамбы для нее. Бисер, подборка просто супер. Просто супер. Вот такое вот чудо получилось у меня. Вот посмотрите, полюбуйтесь. Я на нее тоже каждый день любуюсь. Это просто великолепно. Магия Канвы. Следующая картина вашему вниманию, это тоже Магия Канвы. Подсолнухи. Ну, посмотрите, какая прелесть. Ну, они тоже как живые. И сама канва, это тоже был набор. Канва уже шла с паспорту. Вот как вы видите, вышивались цветы, они выходят за пределы паспорту. Это все было задумано производителем. Шикарная подборка. Сюда я поставила прям такую королевскую помпезную рамку. Море удовольствия получила при отшиве. Вот посмотрите, какая передача, именно стекло. Здесь использовался бисер только стеклянный. Очень красивая. Очень приятная в работе. И подсолнухи, ну, живые. Сдалека вообще просто супер. И вот такая вот рамочка. Она такая интересная, потому что она выступает вовнутрь. Именно не спадает к концам, а вовнутрь она приподнята. И тоже такая немножко поцарапанная. Вот такие мои любимые подсолнухи. Все цветы люблю, все. Розы особенно, но люблю как бы все. Великолепная работа. Вот вышиваю, получаю удовольствие. Потом, когда при оформлении получаю работу свою на руки, вышло солнышко, и вся моя гординка показалась вам на... О, еще кот помашет вам лапкой. И, в общем, отошла от темы. Когда я получаю свою работу уже оформленной, мне не верится, что это вышила я своими руками. Очень красивая. Магия Канвы. Следующая работа. Маки. Маки от фирмы Маричка. По-моему, эта схема уже у них снята с производства.
насколько я знаю, потому что очень многим нравилась эта картина, и уже лет 5 назад уже ее нельзя было нигде найти. Как-то вот она мне попалась нечаянно. Я ее вышила, и как бы эта картина всех приводит в такое впечатление, ну, вау, она яркая. Классная тоже подборка по бисеру, хоть здесь тоже много очень блестящего бисера. Стекло здесь обычное стоит. Рамка уже идет с паспорту. Вот. Ну и бисером я вышивала все по ключу, соответственно. Вообще я не люблю менять. Крайне-крайне редко, когда я могу сделать замену. А так в основном, вот как уже производителем задумано, так я и вышиваю. Ничего не меняю абсолютно. Вот такие вот маки тоже очень они мне нравятся. Здесь тоже бисер, есть и обычное стекло, и блестящий, вот такая вот листва. Вышивка на атласной основе. Вот такая вот красота. И сама рамочка. Эти маки просто огонь. Они горят. Очень мне нравятся. У меня еще в запасе лежат тоже маки от магии канвы. Тоже хочу их вышивать. Каждый год о них мечтаю. Но когда-нибудь я к ним доберусь. Люблю маки. Такие вот красавцы. И вот такая огромная картина. Мои розы. Неаполитанский букет. Вообще не помещаются они. Около метра. Вот солнышко вышло. Полюбуйтесь на них. Это фирма Tela Artis. Тоже подборка. Все вышивала я по ключу. И тоже они мне очень нравятся. Они великолепные. Настолько получилась красота. Прям, свадебный букет, свадебное оформление. Очень-очень они мне нравятся. Tela Artis, неаполитанский букет. В их серии есть еще прованский букет. Еще какой-то там букет. В общем, 3 букета. Желтые розы, розовые розы. И розы там белые, розовые, бордовые. Вот такая вот рамочка. Вот такое вот великолепие. Очень красивая картина. Очень люблю цветы. Такие вот шикарные розы. Полюбуйтесь еще на них. Я вместе с вами. Ой, просто класс. Вот такая вот работа. И покажу маленькую картинку, с которой все, собственно говоря, и начиналось. Эту картинку это была первая проба пера. Купила гривен за 20, наверное, лет 13 назад, чтобы попробовать вышивку крестиком. Как пойдет, не пойдет. Мне очень понравилось. Вышила ее быстро. Было очень интересно. Вот такая маленькая крахопулечка. Вышивка здесь была акриловыми ниточками. Вот такая вот канва. Вышивала, конечно, неопытно. Даже не оставила. Вот вы видите, у меня здесь канва уже стрюпается. Я не знаю почему. Вообще ничего не оставила. Как пошла с правого нижнего угла вышивать, ни с середины, ничего не отсчитала. И все. И она у меня, в общем, получилась такая. Съехала. Немножко не хватило ниток вот здесь. Подбирала уже там сама то, что было, то и подобрала.
Ну, вот такая вот малявка оформилась. И она тоже висит и радует меня. Все-таки это была первая моя работа. Вот такая вот, то ли это хризантемы, наверное. Вот такая малявка. И еще одна из первых. Ну, это вторая, собственно, уже была работа. Вот такие вот розы. Она длинненькая, такая панелька. Ну, положу вам ее вот так, чтобы вы видели. Тоже вышивала, конечно. Когда я ее вышивала, мне казалось, я что-то творю такое нереальное, такую красоту. Просто. Эта фирма была «Чарівниця» с нанесенным рисунком. И я вышивала акриловыми ниточками. И пришила сюда бисер китайский. Видите, какие крупные бусины. Ну, в общем, у меня такой бисер был. И я решила его сюда использовать. Ну, сейчас, конечно, когда я смотрю на эту картину, прям как из топора. Но, тем не менее, она мне нравится, потому что это как бы начало моего творчества. И тоже висит она у меня и радует. И любуюсь я ею. В общем, когда я ее вышивала, понятия не имела, что такое смешанная техника. Но, тем не менее, вот у меня получилась картина смешанной техники. Вот такие вот розочки. И дорога она мне, конечно, как память. И храню ее. Вот. Такая вот картина. Примитивная, но тем не менее. Вот, девочки, показала я вам все свои картины. Не все, правда, картины, а только цветы. Получила удовольствие с вами. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Желаю еще раз вам вдохновения в вашем творчестве. Творите красоту, любви, крепкого здоровья, самое главное, вдохновения и исполнения всех ваших желаний. С вами была Анжелика. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.